Я была обычной девушкой в расцвете юности. Я была слишком молода, чтобы знать, насколько сложной может быть жизнь, слишком смела, чтобы мечтать, но слишком хрупка, чтобы защищать эти мечты. Мне было всего 20 с небольшим. Я не была ни слишком молода, ни слишком стара. У меня была любовь, которая изменила бы мир в моих глазах, и невыносимая надежда в моем сердце. Я жила со своей семьей, моя мать всегда молчала, мой отец всегда был решителен. Решения всегда принимали они, даже если моя жизнь была моей. «Это то, что лучше для тебя», — говорили они. «Этот брак принесет тебе жизнь в мире. Ты будешь в безопасности, будешь уважаема и будешь жить в достатке». Но никто из них не сказал мне: «Ты любишь этого мужчину». На моей свадьбе на моем лице была широкая улыбка, они так думали. Но внутри меня бушевала невидимая буря. Под моим свадебным платьем не было ни радости, ни волнения. Просто беспомощно принятая судьба. Мой муж был богат. Очень богат. Его слова слушались в каждой комнате, куда он входил, каждое решение на его столе воплощалось в жизнь. Но он всегда был от меня далек. Она не замечала ни тревоги в моих глазах, ни того, что моя улыбка увядала с каждым днем. Наш дом был похож на дворец с видом на Босфор. Каждое утро, когда я смотрела в окно, огни домов на противоположном берегу нашептывали мне о существовании другой жизни. Но я молчала. Потому что именно этому меня учили с детства: будь хорошей. Будь спокойной. Не реагируй. Не возражай. По мере того, как шли дни, краски внутри меня начали блекнуть. Однажды утром я посмотрела в зеркало и не узнала себя. Под глазами были темные круги. На моих губах не было даже следа улыбки. Кто была эта женщина в зеркале? Когда я потеряла свою индивидуальность? Когда я отказалась от своих мечтаний? Я не знала. Моя жизнь медленно тратилась между позолоченными стенами и в тусклом свете больших залов. Я жила в клетке, окруженной розовыми садами. Эта клетка была такой роскошной, что никто не мог понять, что это тюрьма. Но каждое утро я просыпался с криком внутри. Я ходил по дому, считая каждый свой шаг. Коридоры, картины, настенные часы. Я запомнил их все. Но ни одно из них не имело никакого значения. Потому что этот дом не принадлежал мне. Это был не мой дом. До того утра. Когда я спустился на кухню, что-то изменилось в тишине, к которой я привык. Запах воздуха, казалось, изменился. Там был мужчина, который готовил еду на стол. Я видел его несколько раз до этого, но в то утро я действительно впервые посмотрел на него. На нем была простая рубашка. Легкая дрожь в руках. Но спокойное выражение лица. У него был взгляд. Никто не смотрел на меня так много лет. Не осуждающий, не командующий. Просто понимающий взгляд. И в этот момент я впервые почувствовал, как что-то шевельнулось внутри меня. Как будто я впервые вздохнул. В то утро в прутьях моей золотой клетки образовалась трещина. И эта трещина стала началом истории. Тот короткий момент, который у меня был тем утром. Он мог длиться всего несколько секунд, но он был запечатлен в моей памяти. Неважно, что я делал или чем интересовался в течение дня. Этот взгляд всегда был у меня на уме. Тот человек. Он даже не спросил меня, кто он. Но было так, будто он знал меня много лет. На следующий день, в то же время, я снова спустился на кухню. Нарочно. Может быть, я увижу его снова. Мое сердце билось от легкого чувства вины внутри меня, но в то же время оно было наполнено странным волнением. И да, он был там. На этот раз он взглянул на меня краем глаза, затем тут же склонил голову. Но я улыбнулся. Маленькой, застенчивой улыбкой. Выражением, которое я забыл на долгие годы. Я начал спускаться на кухню каждое утро в течение недели. Каждый раз несколько секунд, чтобы посмотреть друг на друга, может быть, несколько слов. Простые предложения, такие как «доброе утро», «доброе утро». Но в этой простоте было тепло.
Это было что-то, что напомнило мне о том, что я человек. Напомнило мне, что я человек. Я узнал, что его зовут Аля. Он был одним из новых сотрудников дома. Тихий, трудолюбивый, он все делал сам и старался не привлекать внимания. Но со мной он обращался по-другому. Или, может быть, мне так показалось. Потому что впервые кто-то увидел меня. По-настоящему увидел меня. Я начал смотреть на себя не через зеркало, а его глазами. Я нашел частичку страха, робости, но все еще живущую в этих глазах. Может быть, поэтому я становился смелее с каждым днем. Здоровался с ним, идя по коридору, встречался глазами, попивая чай. Крошечные шаги, но шаги, которые вызывали большие потрясения в моем сердце. Однажды я вышел в сад. Там никого не было. Я молчал, но мои внутренности кричали. Аля был там. Мы снова встретились глазами. На этот раз я не убежал. Он тоже не убежал. Он подошел ко мне молча. Он был заинтересован цветами в своих руках. Он наклонился, сорвал цветок и протянул его мне. Не говоря ни слова. Молча. Наши руки соприкоснулись, когда я сорвала этот цветок. Короткое прикосновение. Но оно сказало мне так много. Как я была одинока. Как жаждала любви. И как запретно было это прикосновение. Но в тот день впервые я поняла, что мое сердце все еще может биться. Что я не одна. И, может быть, настоящая жизнь не в позолоченных комнатах, а на кончике цветка. Так началась наша история. С тихой, осторожной, но все более глубокой связи. Дни шли, и тайна, которую я носила в своем сердце, росла. Это молчаливое соглашение между Алей и мной превратилось в связь, о которой никто не знал, но которая становилась глубже с каждым днем. Он стал причиной того, что я просыпалась по утрам. Видя его, слыша его голос, иногда обмениваясь взглядами всего на несколько секунд, я чувствовала себя живой. Но это счастье сопровождалось постоянно подавляемым страхом. В этом доме, особенно для такой женщины, как я, не приветствовалось слишком близкое расположение к слугам. Особенно такого рода эмоциональная связь. Даже сама мысль об этом была большим скандалом. Однажды утром главная горничная дома, миссис Айтон, отвела меня в угол. «Мадам, вам было бы полезно быть осторожной. Все в доме знают, насколько вы почтенны. Но непонятые взгляды иногда вызывают сплетни», — сказала она. Ее голос был тихим, но намек в ее глазах был резким. Мои волосы встали дыбом. Мое сердце внезапно сжалось. Значит, это начали замечать. Неужели все вот-вот закончится? В тот день я не видела Аля. Я знала, что он не был рядом намеренно. Может, он хотел защитить меня. Но я никогда не чувствовала себя такой одинокой. Когда я вечером удалилась в свою комнату, внутри меня разразилась буря. Я снова и снова задавала себе один и тот же вопрос: я поступаю неправильно? Неужели это грех, который я чувствую? Женщина, желающая быть любимой. Чувствующая себя ценной в чьих-то глазах. Это тоже запрещено. На следующий день, когда я гуляла по саду, передо мной внезапно появился Аля. Его глаза были усталыми, но решительными. «Нам нужно поговорить», — сказал он. Дрожь в его голосе все еще слышна в моих ушах. Я молча последовала за ним. Мы пришли в небольшой дворик, где никто не увидит. Он остановился там. «Я не хочу тебя расстраивать», — сказал он. «Но так больше продолжаться не может. В этом доме есть определенное место для меня и определенное место для тебя. Однажды эти взгляды доставят нам неприятности». Слезы навернулись на глаза. «Но я чувствую, что впервые дышу рядом с тобой», — сказал я, впервые в жизни кто-то посмотрел на меня как на человека. Он понял. Он выслушал. Это тоже неправильно. Али замолчал. Он опустил взгляд в землю. В этот момент между нами повисла тишина. Но в этой тишине были тысячи чувств. Мы любили друг друга. Может, мы не могли этого сказать, но наши сердца уже нашли друг друга.
После того дня мы стали осторожнее. Теперь наши зрительные контакты стали короче, наши приветствия более отстраненными. Но огонь внутри нас разгорался еще сильнее. Каждый запрет еще больше углублял любовь. Сидя по ночам в своей комнате, я смотрел в окно на сад. Иногда я видел его тень. В этот момент внутри меня происходило что-то неописуемое. Надежда, смешанная со страхом. Однажды моя жена пришла домой рано. Она была не такой, как обычно. Она нервничала. Она внимательно посмотрела на меня. «Они видели, как ты сегодня разговаривала с одним из слуг», — сказала она. «Будь осторожна. Каждый должен знать свое место». Мое сердце готово было выскочить из своего места. Я ничего не сказала. Я просто склонила голову. Но в тот момент я поняла, что мне нужно сделать выбор. Либо я отдам свое сердце, либо перестану тонуть в этих стенах и напишу свою судьбу своими руками. Моя жена явно чувствовала, что то, что она сказала той ночью, было угрозой. Напряженное выражение ее лица, резкий тон голоса. Все прояснили. Но внутри меня было чувство гораздо сильнее этих слов — мужество. Я долго не мог спать той ночью. Мои глаза были устремлены в потолок, мой разум был разбит на 1000 кусочков. Я все еще хранил цветок, который подарил мне Аля среди своих книг. Каждый раз, когда я смотрел на него, я чувствовал, как эта маленькая, но настойчивая искра горит в моем сердце. И теперь я знал, что погасить эту искру означало отказаться от собственной жизни. На следующий день я тихо оставил записку в комнате для слуг. Я написал всего 3 слова: 10 часов в саду. Тем вечером я спустился в сад, никто этого не заметил. Ветер был мягким, ночь была тихой. Мое сердце билось быстрее обычного. Я ступал осторожно, вздрагивая от каждого шороха. И, наконец, он пришел. Аля. Наши глаза встретились. Но на этот раз все было по-другому. Я был полон решимости. Я не боялся. «Я хочу выбраться отсюда», — сказал я, — «этот дом, эта жизнь, эти люди больше не принадлежат мне. На этот раз я выберу свой собственный путь». Сначала Аля молчал. В его глазах было смешанное выражение. И страх, и надежда. И радость, и нерешительность. «Но куда мы пойдем? Есть ли место, которое примет нас?» Прошептал он. «Я не знаю», — сказал я, — «но единственное, что я знаю. Если я еще проживу в этих стенах, все внутри меня умрет». Аля глубоко вздохнул. Он склонил голову. «Я пойду с тобой», — сказал он тогда. «Неважно куда». Той ночью мы не строили планов. Но решение было принято. В той темноте под звездами 2 сердца поклялись друг другу. В последующие дни все продвигалось более осторожно, более осмотрительно. Я начал паковать свои небольшие вещи. Так, чтобы никто не понял. Однажды ночью, когда все спали, я вышел из своей комнаты. Я спустился в сад. Там был Аля. В руке у него был небольшой чемодан. Я посмотрел на него. Наши глаза говорили. Мы молча пошли. Мы вышли через заднюю дверь. Я не обернулся и не посмотрел на этот дом снова. Я чувствовал странную легкость, когда шел по дороге. Как будто я действительно шел в первый раз. По своей собственной воле, по своему собственному выбору. Может быть, я потеряю многое. Может быть, эта любовь закончится. Но никто не мог отнять у меня ценность быть любимым хотя бы один день, чувствовать себя настоящим в чьих-то глазах хотя бы один день. И в ту ночь я переродился. Я оставил свою золотую клетку позади. И вошел в жизнь, которая была неизвестна, но моя. В то утро, когда мы начали новую жизнь, небо было серым, как и внутри меня, но ясным. Прохладным, но свежим. Я проснулась в комнате пансионата. Она была просто обставлена, стены были влажными, шторы были старыми. Но эта комната была для меня дороже дворца. Потому что впервые там я проснулась по собственной воле. Никто не говорил мне, что надеть.
Мне не нужно было накрывать на стол для завтрака. Не было голоса, диктующего, что говорить или думать. Со мной был Аля. Усталое, но умиротворенное выражение в его глазах. Мы не знали, с чем столкнемся в этой новой жизни. Может быть, мы не найдем работу, может быть, никто не откроет нам дверь. Но впервые даже эта неизвестность не казалась мне страшной. Потому что на этот раз этот путь был моим. Первые недели были трудными. Несколько дней мы искали работу на улице. Али нашел временную работу в столярной мастерской. Я работала кассиром в пекарне. Мои руки теперь были в муке, на мне осел запах теста, а не духов. Но впервые я получала вознаграждение за свой труд, я чувствовала себя полезной. По вечерам мы сидели в нашей маленькой комнате, тихо пили чай и слушали звуки снаружи. Завывание ветра, детские голоса, мяуканье кошки вдалеке. Все это было настоящим. Они не были фальшивыми. И эта реальность давала мне тепло, которого мне не хватало годами. Однажды ночью, когда я сидела со старой тетрадью в руке, Али спросил: «Ты жалеешь об этом?» В тот момент мои глаза наполнились слезами. Я даже не подумала ответить. Нет. Я узнала, что значит быть по-настоящему любимой, хотя бы на один день. И даже на один день, вздох, который я сделала свободно. Стоил всех этих лет. Жизнь была нелегкой, да. Но теперь я была собой. Я не пыталась вписаться в шаблоны, которые хотели другие, мне не нужно было подавлять свой внутренний голос. Иногда это было трудно, да. Но мы каждый раз находили выход. Потому что я не шла по этому пути одна. Со временем мы встречали новых людей. У нас был новый круг. Никто не знал моего прошлого, никто не подвергал его сомнению. И я им не рассказывала. Та старая жизнь теперь была просто воспоминанием внутри меня. Блеск золотой клетки померк в моей памяти. Но та девушка внутри меня. Я все еще носила ее в себе. И однажды я купила букет лилий у флориста нашего маленького городка. Я вспомнила время, которое прошло с тех пор, как я купила первый цветок. Мои руки дрожали. Я отдала цветок Але. Это продолжение цветка того дня. Целостность нашей незаконченной жизни. Он улыбнулся. Он держал меня за руку. Вот тогда я поняла. Иногда величайшая свобода — это смелость быть собой. А иногда величайшая любовь рождается из самого запретного. Но настоящее чудо — иметь смелость жить этой любовью. Меня зовут Анастасия. Мне 28 лет. Когда люди узнают меня поближе, они обычно попадают в ловушку моего молчания. Они всегда говорят, какая воспитанная девушка, какой спокойный человек. Однако это молчание было моим выбором. Потому что когда люди слишком много говорят, они выдают свои самые глубокие раны другим. Я всегда слушала. Я молча запоминала каждое слово, каждый взгляд, каждое предательство. Я была верной девочкой для своей семьи всю свою жизнь. Особенно для моей сестры. Я выросла с ней. Мы спали в одной кровати, слушая сказки. У нас были одни и те же игрушки. Когда она плакала, я молчала, когда она была счастлива, я улыбалась. Ее сила была моей гордостью. Но оказалось, что она ждала, чтобы превратить мою слабость в возможность. Я обручилась 2 года назад. С мужчиной, которого встретила в студенческие годы. Моё сердце было чисто для него. Мы мечтали вместе, проектировали дома, придумывали имена для наших детей. Мои родители были так счастливы, что верили, что я наконец-то обзавелась домом. Моя сестра, похоже, была такой же. На самом деле, он был тем, кто торопился больше всех во время подготовки к свадьбе. Мы вместе выбирали моё свадебное платье. Он записывал меня в парикмахерскую. Он расчесывал мне волосы с улыбкой. Но оказалось, что каждый взмах щетки должен был еще больше подорвать мою уверенность. Остался всего 1 день до моей свадьбы.
На следующий день я должна была стать невестой. Это должно было быть лучшее утро в моей жизни. Но в то утро открылись врата ада. На мой телефон пришло сообщение. Я до сих пор не знаю, от кого оно было. Может быть, это был странный знакомый с совестью. Но одна фотография в этом сообщении изменила направление моей жизни. Моя сестра и мой жених улыбались, обнимаясь в номере отеля. В этом взгляде не было никакого сожаления. В этом кадре не было ни малейшего признака стыда. Напротив. Их глаза, казалось, говорили: «Мы победили». Но в тот день я не просто потеряла сердце. В тот день я похоронил эту чистую, верующую Анастасию внутри себя. Я отменил свадьбу. Я никому не сказал, почему. Люди думали, Анастасия запаниковала в последнюю минуту или она поссорилась со своим женихом. Даже моя сестра молчала. Она знала, почему ее брат принял такое решение в тот момент, но она ничего не сказала. Потому что она тоже была виновата, потому что она тоже боялась. Я ничего не сказал в тот день. Но я принял решение внутри себя, эта история не закончится здесь. Когда эти двое подумают, что они счастливы, тогда я вернусь. И я попрощаюсь с ними по-настоящему. Сейчас, 2 года спустя. Они женятся. И меня пригласили на эту свадьбу. Но есть кое-что, чего они не знают. Я планировал свою месть не только сердцем, но и разумом. На этот раз я напишу историю. 2 года. Я не разговаривала 2 года. Ни одного сообщения, ни одного звонка. Они думали, что я порвала все связи с сестрой и бывшим женихом. Я удалила свои аккаунты в социальных сетях, сменила номер телефона, переехала в другой город. Люди привыкли к моему отсутствию. Они продолжали говорить за моей спиной. Анастасия была немного хрупкой, я думаю, она не могла с этим справиться. Бедная девочка была тихой, она замкнутая. Я натянула на себя эту тишину, как одеяло. Не для того, чтобы никто не увидел мои раны, а потому, что мне нужно было набраться сил, пока я заживала. Потому что, когда каждая рана перестает кровоточить, она становится оружием внутри твоей души. И я тщательно заточила это оружие. Первое, что я сделала, не распечатала фотографию, которую сделала в тот день. Нет. Сначала я переварила то, что произошло. Я вела блокнот месяцами. Я записывала свои чувства, свои сны, кошмары, то, что я не могла им рассказать. Каждое слово заставляло меня чувствовать себя легче, но также заставляло меня больше концентрироваться на цели. Затем я начал собирать. По крупицам. Я узнал действия моей бывшей невесты в социальных сетях, в какой день она была в каком отеле, в какие дни она тайно встречалась с моей сестрой и даже о поездках за границу, которые они совершали вместе. Незаметно, тихо. Анастасия, которую все, кто меня знал, считали слабой, теперь стала тем, кто молча собирал всю информацию. Я архивировал каждый момент. Электронные письма, скриншоты, бронирование отелей. Все они были перечислены по дате в папке на моем компьютере. Я назвал ее «Дело о тишине». Я не мог не улыбнуться, когда узнал дату свадьбы. Это было воскресенье. Местом проведения был роскошный зал. Все будет показным. Они будут думать, что они главные герои сказки. Но в конце сказки был не волк, а месть. Моя рука не дрогнула, когда я получил приглашение. Напротив. Я была наполнена неописуемым покоем, когда открыла конверт. Для меня это был не конец, а начало. На нем было аккуратно написано мое имя. Мы были бы очень счастливы, если бы моя дорогая сестра Анастасия была среди нас. Какая ирония. Я не просто выбрала платье для этого дня. Я выбрала слова для этого дня. Я спланировала время, место, взгляд, которые скажут правду. И теперь я уже совсем близко.
Я не просто пойду на эту свадьбу. Я пойду туда, чтобы сказать все слова, которые я молчала много лет назад. Когда наступило то утро, которого я ждала несколько дней, во мне не было ни паники, ни страха. Только тихая решимость. Погода не была ни солнечной, ни дождливой. Она была серой. Как будто небо, как и я, не плакало и не смеялось. Оно было просто тихим. Как и я. Я проснулась рано утром. Я часами сидела перед зеркалом. Я долго смотрела на себя. В этом зеркале была девушка, которая плакала 2 года назад. Теперь она была женщиной, которая стояла прямо и знала, что делает. Я небрежно завязала волосы. Я не переусердствовала с макияжем, я просто немного скрыла усталость под глазами. Потому что они не заслуживали этой усталости. Только я должна знать это лицо. Я тщательно выбирала платье. Я не надела чёрное, потому что это были не их похороны. Оно было не белым, мне не нужно изображать невинность. Я надела элегантное, но простое платье в постельных тонах. Взгляд, который люди бы посмотрели на меня и сказали: «Анастасия, как много изменилось». Потому что да, я больше не прежняя Анастасия. Выходя из дома, я вспомнила фразу, которую мне сказала мама, когда я была маленькой: «Доченька, ни одна буря не начинается тихо». Моя мама ошибалась. Моя буря такая, что начинается еще до того, как шелестит листок. Когда я села в машину, у меня в руке была только маленькая сумка. В ней был мой телефон, помада. И моя месть. Когда я подошла к входу в свадебный зал, моё сердце не забилось ни разу. Я передала приглашение охраннику. Когда я назвала своё имя, он поднял брови, затем улыбнулся и сказал: «Вот, пожалуйста, миссис Анастасия». Когда я вошла внутрь, все было так, как и должно быть. Изысканное украшение стола, дорогие цветочные композиции, классическая музыка на заднем плане. И толпа, кружащаяся прямо посреди этого зала. Все смеялись. Всем было весело. Потому что это был их большой день. Я молча смешалась с толпой. Некоторые знакомые лица были удивлены, увидев меня. «Анастасия, ты?» — сказали они. Я улыбнулась. «Это я», — сказала я. Но внутри я подумала: это не только я. Это я и моя месть. Когда я впервые увидела свою сестру, внутри меня ничего не дрогнуло. Нет. Это было не так тяжело, как я думала. Как бы счастливой она ни старалась выглядеть в своем свадебном платье, в уголках ее лица было напряжение. Ее глаза расширились, когда она увидела меня. Тонкая линия пролегла между ее бровями. Всего на секунду. Мой бывший жених. В его глазах было смешанное выражение. Смятение, беспокойство и, возможно, немного вины. Но вина больше ничего не значит для меня. Потому что я не собираюсь прощать. Они танцевали, разговаривали, смеялись, пока я сидела там. Но мои глаза были прикованы к ним каждую секунду. Я следила за каждым их шагом. Эта свадьба была их счастливым моментом. Но это был также день, когда их самая темная тайна будет раскрыта. И я был готов выйти на сцену прямо сейчас. Я не вставал со стула часами. Но внутри меня разразилась буря. В каждом смехе, каждом танце, каждой улыбке отражалась часть меня, которая была сломана много лет назад. Они веселились. Они женились. А я молча наблюдал. Но я больше не собирался смотреть. Ведущий взял микрофон. «Дорогие гости», — сказал он, — «сейчас мы передадим микрофон жениху и невесте, которые хотели бы рассказать вам о своих чувствах в нескольких словах». Вот тогда я встал. Я не слышал ни звука каблука своей туфли, ни шелеста платья. Хотя зал был полон, мои шаги раздавались в тишине. Потому что все начали смотреть на меня. Кто-то был удивлен, кто-то нервничал, а кто-то испытывал любопытство. Моя сестра и моя бывшая невеста.
Я никогда не забуду выражение их лиц. Моя сестра отступила на шаг. Рука моей бывшей невесты нерешительно потянулась к галстуку. Глаза обоих расширились. Когда я шла к ним, я думала только об одном. Пришло время сказать все, что я молчала. Я подошла к ведущей. Я вежливо попросила микрофон. Я также передала ей конверт, который держала в руке. «Пожалуйста», — сказала я, — «можете ли вы спроецировать эти изображения на все экраны в этом зале?» Ведущая не знала, что сказать, но взяла конверт. Он передал USB-накопитель технической команде. Через несколько секунд экраны потемнели. Я держала микрофон и глубоко вздохнула. «Здравствуйте. Я Анастасия. Большинство людей в этом зале меня знают. 2 года назад я собиралась выйти замуж за этого самого мужчину, нынешнего жениха. Да, вы не ослышались. Когда-то я собиралась сидеть за этим свадебным столом. Тогда со мной была моя сестра. Нынешняя невеста. Моя сестра. Моя кровь. Женщина, которую я считала своей жизнью. В зале поднялся гул. Некоторые люди повернули головы и удивленно переглянулись. Но я продолжила. Они спросили меня тогда, почему ты отменил свадьбу? Я не ответил. Потому что я верил, что все выйдет со временем. И вот я здесь. С тех пор я делал только одно, я молчал. Я наблюдал. И я готовился. Я не скрывал факты, я собирал их спокойно. Теперь я просто хочу, чтобы ты посмотрел видео. Внезапно экраны зажглись. Тот кадр. Фотография, которая разорвала меня на части много лет назад. Изображение моей сестры и жениха в гостиничном номере. Но на этот раз это было не просто фото. Голосовые записи, переписка, кадры с камер. Все это проигрывалось по порядку. Люди в зале затаили дыхание. Я просто молчал и смотрел. Наконец, я повернулась к микрофону. Этот брак начался много лет назад. Когда меня не было. Когда я строила планы. Когда я наивно мечтала. Я не хотела говорить правду только с этими образами. Но люди верят в то, что видят. Теперь вы тоже можете в это поверить. Это должна была быть моя свадьба. Но я дала им правду в качестве свадебного подарка на их собственной свадьбе. Я положила микрофон на стол. В зале было тихо. Моя сестра не могла открыть рот. Даже если жених пытался встать, он не мог. Никто не двигался. Потому что все были свидетелями того, как тихая женщина, вошедшая в зал в тот день. Я отпустила микрофон, но шепот позади меня, взгляды, удивленно открытые рты. Все это продолжало звенеть в моих ушах. Когда я шла сквозь застывшую в тот момент толпу, мои ноги становились все более твердыми на земле. Но моя история на этом не закончилась. Потому что настоящее противостояние начнется после того, как я сойду со сцены. Я собиралась выйти из зала, когда чья-то рука коснулась моей руки. Когда я повернула голову, передо мной оказалась моя тётя. Её глаза были полны слёз. «Доченька, мы даже не знаем, что ты пережила, точка», — сказала она. Я улыбнулась. «Иногда самое большое одиночество испытываешь за переполненным столом, тётя», — сказала я. В этот момент ко мне подошла не только она, но и другие гости. Голоса, говорящие: «Анастасия, ты стала сильной, нам тебя жаль, так надо было с ними поступить». Все, кто думал, что я молча стою в сторонке, вдруг начали со мной соглашаться. Но что-то внутри меня было странным. Эта поддержка не сделала меня счастливой. Потому что я приняла это решение, не нуждаясь в этой поддержке, только слушая свой внутренний голос. Я выбрала стоять на собственных руинах, а не на их аплодисментах. Моя сестра. Она была самым тихим человеком в зале. Она не вставала. Мы даже не смотрели друг другу в глаза.
Но в этот момент я поняла, что она боится смотреть на меня. Потому что перед ней была уже не ее молчаливая сестра, а женщина, которая столкнулась со своей самой темной стороной. Мой бывший жених. На его лице не было ни стыда, ни гнева. Только пустота. Он, очевидно, был застигнут врасплох. Мужчина, который всегда контролировал и все планировал, впервые не знал, что делать, столкнувшись с женской игрой. Вдруг в углу передо мной появился журналист. «Мадам, эти изображения, серьезные обвинения, вы собираетесь подать иск?» — сказал он. Я только покачала головой. Моё дело не в суде. Моё дело было внутри меня. Теперь оно закончено. Когда я добрался до выхода из зала, изнутри все еще доносился гул. Та роскошная свадьба превратилась в хаос за несколько минут. Музыка стихла, смех прекратился, тарелки остались недоеденными. Цветы на стене были еще свежими, но в атмосфере началась гниль. И в этот момент я подумал. Иногда лучшая месть — прийти тихо, ничего не сжигая, и оставить после себя только правду. Но это еще не закончилось. Моё последнее слово еще не было сказано. Я вышла из двери зала, но мои ноги еще не унесли меня. Небо все еще было серым. Это было похоже на свидетеля, который хотел посмотреть, что происходит. Я начала идти к своей машине, когда услышала шаги позади себя. Я не остановилась. Но голоса стали ближе. Внезапно послышался вздох. Затем знакомый голос: «Анастасия, пожалуйста, остановись. Нам нужно поговорить». Это была моя сестра. Я замедлила шаги, но не обернулась. В моей голове крутилось так много предложений, но все они застревали у меня в горле. Наконец, я медленно обернулась. Передо мной стояла женщина в белом свадебном платье, но с испорченным макияжем. Её глаза были полны. Но в этих глазах не было сожаления, только страх. «О чем мы будем говорить?» — сказала я. Мой голос был холодным. Как будто я задавала вопросы кому-то, кого не знала. Потому что я действительно больше её не знала. Женщина, которую я считала сестрой, лгала мне 2 года, предала меня, глядя мне в глаза. Я не хотела, чтобы так было», — сказала она. Она плакала. Просто. Все вышло из-под моего контроля. Сначала я хотела поговорить, но испугалась. Потом все усложнилось. Я покачала головой. Контроль. Ты контролировала, с кем и где ты будешь что-то делать. Ты контролировала, чтобы обманывать меня. Ты контролировала, чтобы молчать, смеяться мне в лицо и наносить удары в спину. Теперь ты просто сталкиваешься с последствиями. Она сглотнула. Она сделала шаг ко мне. Но я отстранилась. Я спала с тобой в одной комнате много лет. В самые трудные дни я первой обнимала тебя. Я открывала свое сердце. Я рассказывала тебе свои мечты. Что ты сделала? Ты взяла их все и подумала, что они твои. Тот мужчина. Моя жизнь. Точка. Она открыла рот, но не могла говорить. Слова застряли у нее в горле. Знаешь, сестра. Нелегко было планировать месть. Потому что часть меня все еще любила тебя. Но теперь ее нет. Я похоронила тебя там, на той фотографии в гостиничном номере. Эти сегодняшние снимки. Он просто поставил надгробие. В этот момент на ее глазах навернулись слезы. Мои давно высохли. Анастасия. Я хочу, чтобы меня простили. Пожалуйста. Я рассмеялась про себя, но не улыбнулась. Если я прощу тебя, я предам себя. Я больше этого не сделаю. Я повернулась и пошла. Моё сердце становилось легче с каждым шагом. Потому что я оставила бремя, которое несла годами, там, у двери того зала. Но я остановилась в последний раз.
Я знала, что она все еще смотрит на меня сзади. Сегодня ты усвоила самый большой урок в своей жизни. Ты будешь жить не со мной, а со своей совестью. И поверь мне, это гораздо сложнее. Затем я пошла, села в машину, завела двигатель. И этот зал. Я покинул его так же, как и пришел, молча. Но на этот раз позади осталась не тишина, а реальность. В тот день, когда я вышла из двери того зала, я впервые в жизни почувствовала себя по-настоящему свободной. Как будто невидимая цепь, которую я носила с собой годами, наконец-то порвалась. В тот момент меня продуло легким ветерком. Тихим, но прохладным. Он проник в самые темные уголки моего сердца и прошептал мне только одно предложение: «Теперь ты свободна». С того дня я не получала сообщений на свой телефон, и моё имя не упоминалось в социальных сетях. Все говорили о той свадьбе. Все со мной соглашались. Но я не любила их аплодисменты, я любила своё собственное молчание. Потому что это молчание было чистейшей формой победы. Я никуда не выходила в течение недели. Я просто думала о себе. О своем прошлом. О людях, доверии и предательстве. Стены внутри меня рушились с каждой мыслью. И я строила на их месте стеклянные окна. Теперь я была более прозрачной для себя. Более честной. Я была женщиной, которая не скрывала своих чувств, которая научилась быть счастливой от собственного существования, а не от чужой любви. Однажды утром я села лицом к Босфору с кофе. Мои глаза остановились на противоположном берегу. 2 года назад мои глаза наполнились слезами, когда я посмотрела на этот вид. Теперь был только покой. И вот тогда я поняла, я больше не прежняя Анастасия. Эта месть изменила меня. Она преобразила меня. Она дала мне новую жизнь. А что с ними? Я не знаю. Может быть, они все еще живут в одном доме. Может быть, они молча смотрят друг на друга в доме, где все отворачиваются. Но в этих взглядах больше нет счастья. Потому что я не предлагала им свадьбу, я предлагала им зеркало. А человек чувствует самую сильную боль, когда видит свое собственное лицо. Однажды кто-то спросил меня: «Ты жалеешь об этом?» Я улыбнулась. «Нет», — сказала я, «потому что я никому не причинила вреда. Я просто показала им, что было. Правда в любом случае саморазрушительна. Теперь я начинаю новую жизнь в новом городе. Здесь меня никто не знает. И это прекрасно. Потому что я только узнаю себя. Теперь я женщина. Сломанная, но восстановленная. Разрушенная, но восстановленная. Нелюбимая, но научившаяся любить себя. И я хочу сказать одно всем, кто слышал эту историю до этого момента. Иногда нужно молчать. Иногда отступать. Иногда позволять всему разваливаться. Но потом ты снова поднимаешься. Потому что месть принимается не только с гневом, но и с честью. Я Анастасия. И это была моя история возрождения. Меня зовут Людмила Ивановна. Мне 62 года. Самый большой вопрос, который мне когда-либо задавала жизнь, был: что ты делаешь, когда люди, которым ты делаешь добро, делают тебе зло? Я потратила годы на то, чтобы узнать ответ на этот вопрос. В юности я стала медсестрой. Пока мои коллеги были в разъездах, я бегала со смены на смену. Тем временем я воспитывала своего 2-летнего племянника Дмитрия. Когда моя сестра София привела его, сказав:
Я оставлю его с тобой на выходные». Его глаза были широко раскрыты, и он молчал. Те выходные превратились в целую жизнь. Мы с мамой обнимали его. Но моя мама тоже заболела и умерла много лет спустя. А я осталась. Я была тетей Дмитрия, матерью и отцом. Я заботилась обо всем, от регистрации в школе до дня выдачи табеля успеваемости. Он плакал мне о своей первой любовной боли. Он показывал мне свою первую зарплату. Как женщина я не могла построить свою собственную жизнь. У меня не было времени на любовь, не было смелости для замужества. Со временем вместо сестры меня стали называть тетей, а потом мамой. Это было мило. Это было тихо. Но это было полно любви. Так прошли годы. Дмитрий вырос, выучился и получил юридическое образование. В то время я все еще работала в 2 смены. Иногда я приходила домой в 3 часа ночи и уходила в 7 утра. Когда моей пенсии не хватало, я помогала женщинам, которые убирались в домах в качестве подработки, пока Дмитрий мог учиться. Я продала свой дом. Да, я продала скромную квартиру, которую мне оставила моя биологическая мать, чтобы Дмитрий мог пройти стажировку за границей. После стажировки он нашел работу, женился, он построил новую жизнь. И в тот день, когда мне нужно было выходить на пенсию, я пришла к нему домой. Я никогда не забуду тот день. Внутри было тихо, но это была не мирная тишина. Его жена Елена сидела на кухне и смотрела в свой телефон. Дмитрий протянул мне большой конверт. «Тетя, это к лучшему. Мы уже сами все организовали. Мы записали вас в дом престарелых. Вам нужно переехать в течение 48 часов». Я просто посмотрел. Я не взял этот конверт, потому что в тот момент я понял. Эта история здесь не закончится. На самом деле она только начиналась. Я не взяла конверт. Я посмотрела ей в глаза. Но я не сказала ни слова. Что-то сломалось внутри меня в тот момент, да. Но я не плакала. Я и не кричала. Потому что, когда разочарования женщины накапливаются на протяжении всей ее жизни, то изнутри закрывается только дверь. Он кажется молчаливым снаружи, но внутри рухнул целый мир. Дмитрий был тем мальчиком, которому я отдала все на протяжении многих лет. В тот момент он стоял передо мной как чужой. Может быть, я так сильно защищала его на протяжении многих лет, что он так и не узнал суровости реальной жизни. Он видел во мне только гарантию, как будто мое существование не имело смысла, если я больше не была ему нужна. В глазах Елены тоже не было ни капли сожаления. То оцепенение, которое наступало всякий раз, может быть, потому что я была слишком нежной, они могли так легко забыть об этом. Но они не знали одного. Я больше не была той преданной женщиной. Месяц назад умерла особенная пациентка, о которой я заботилась годами. Она была затворницей. Она ни с кем не разговаривала, не выходила из своей комнаты. Но я продолжала с ней разговаривать. Годами, хотя она даже не смотрела никому в глаза, она начала называть меня Людмила. Я приносила ей еду. Я купала ее. Я читала ей. Она была тихой, но больше не одинокой. За неделю до смерти она сказала мне следующее. «Таких, как ты, осталось мало. Каждый работает на себя. Ты жила для других. Теперь твоя очередь». Я тогда не поняла. Но через 2 дня после ее смерти мне позвонил адвокат. И там я узнала. Она оставила мне все свое состояние. В тот момент, впервые в жизни, я начала что-то планировать. Пока я слушал тишину в доме, мой взгляд упал на браслеты на руке Елены и дорогую мебель в гостиной Дмитрия. Все, о чем я мог думать, было: эти люди ничего не знают, но они узнают очень скоро. Я не взял тот конверт в тот день, но я взял кое-что — решение. А там, где есть решимость, даже тишина становится шумом. Я оставил конверт и тихо ушел от них. Тем вечером, сидя один в своей комнате, я сделал то, чего не делал годами. Открыл блокнот и начал писать. Кто что со мной сделал? Когда они это сделали? Зачем они это сделали?
Я составил список, полный этих вопросов. Все было ясно. Эти люди считали мое молчание слабостью. Они считали мое нарушение слабостью. Мое терпение было отчаянием. Но теперь приближался день расплаты. Первым шагом было поговорить с моим адвокатом. Юридическая фирма, которая управляла имуществом моего бывшего пациента, подготовила все для меня. Это состояние включало не только деньги, оно также включало некоторую недвижимость, акции и даже частные коллекции, которые росли в цене много лет. Его общая стоимость превысила 18 миллионов долларов. Когда-то давно я продал свой дом ради ребенка, которого оставила мне София. Теперь право собственности на дом, в котором она жила, было переведено на мое имя, потому что я тайно выплатил кредит много лет назад. Но я не хотел раскрывать это сразу. На втором этапе я снял небольшую сумму со своего нового банковского счета. Я быстро купил одежду, телефон и квартиру, куда мог бы спокойно переехать. Дмитрий и Елена думали, что я отправился в дом престарелых. Но я был всего в 2 кварталах от них и начал следить за каждым их шагом. Дмитрий все еще выдавал себя за успешного отца-юриста в социальных сетях. Елена жила жизнью инфлюенсера и присматривала за детьми. Но они не знали, что я отслеживал каждую часть данных, каждый отдельный расход и каждый отдельный контакт в их жизни, шаг за шагом. Машина Дмитрия — это была машина, которую нужно было сдать на металлолом много лет назад, потому что она была повреждена, но я заключил тайное соглашение со страховой компанией, чтобы ее отремонтировали. У меня все еще был этот документ. Достаточно было небольшой искры, и весь их порядок был бы потрясен. Но я не искал мести. Я хотел справедливости. И самая тихая справедливость была той, которая проявилась, когда пришло время. Однажды я остановился, выходя из банка. Я задал себе вопрос: «Людмила, ты действительно хочешь причинить боль этим людям? Или просто хочешь показать, что ты не забыта?» Ответ пришел изнутри меня. Я больше не хочу, чтобы меня забывали. Я хочу, чтобы меня видели. А самый элегантный способ быть увиденным — быть везде, притворяясь, что меня нет. Вот почему я вернулся в свой маленький дом тем вечером и начал планировать второй шаг. Первое, что я сделал после переезда, связался со старыми друзьями, которых знал много лет. Некоторые люди, которые когда-то пили у меня воду, теперь управляли собственным бизнесом. Одним из них был финансовый аудитор-консультант юридической фирмы, где работал Дмитрий. Я никому не говорил о месте. Я просто сказал: «Интересно, насколько этот парень осторожен в своей работе». Ответ, который я получил, заставил меня задуматься. Дмитрий любил свою работу, но он не умел считать. Некоторые документы отсутствовали, некоторые контракты были составлены нерегулярно. Все говорили, что это были мелкие ошибки, но я знал, что жизнь иногда учит уроки из этих мелких ошибок. Но у меня в руках было не только прошлое, у меня было будущее. Однажды я пошел в банк. Используя часть состояния, которое оставил мне мой бывший пациент, я купил 2 квартиры в здании по соседству с Дмитрием. Одна была для инвестиций, другая для моей секретной миссии. Из этой квартиры я мог видеть их гостиную, кухню и даже балкон. Каждый вечер, когда зажигался свет и я открывал шторы, я видел их лица. Дмитрий смеялся, Елена смеялась, дети играли в игрушки, а я смотрел на них так, словно меня никогда не было. Но диван в той гостиной был куплен в магазине, который я выбрал. Гранитную столешницу на той кухне я сделал на свою зарплату. Я краем глаза наблюдала за своим прошлым, а не за домом. Но я ждала, всему свое время. Однажды утром, продвигая бренд одежды в интернете, Елена представила поддельную сумку, копию. Я сразу же сделала скриншот, потому что знала, что она указала эту акцию как спонсорскую, и налоговая декларация не была сделана. Я тут же подготовила анонимную наводку. Я не написала ее имени,
Но я добавила скриншот, время и ссылку. 2 недели спустя пришло небольшое уведомление из казначейства. И впервые улыбка Дмитрия померкла. Это была не месть. Это было напоминание. Я не забыла. Не успели они опомниться, как я снова начала существовать в их жизни. Каждое маленькое упущение, каждая незамеченная ложь превратились в ключ в моей руке. И что-то внутри меня сказала: «Людмила, ты только в начале». И я знала, что будет еще больше. Со временем расслабленное выражение лиц Дмитрия и Елены сменилось напряжением. Началась налоговая проверка. Казалось, это была небольшая проверка, но я знал, что это только начало. И это напряжение делало каждый их шаг еще более обеспеченным. Больше всего ошибок люди совершают, когда находятся в состоянии стресса. А я ждал. Однажды утром мне позвонила моя старая знакомая, помощница нотариуса. Много лет назад я срочно поместил ее ребенка в частную больницу. Теперь, как будто в знак благодарности, она что-то мне сказала. «Сестрица Людмила, я что-то слышала. Дмитрий пытается перевести часть своих активов на имя своей жены, из-под тишка. Когда я увидел твое имя в документе, я занервничал. Я хотел, чтобы ты знала». Конечно, я знал. Потому что много лет назад, сразу после смерти Софьи, я передал часть недвижимости, которая осталась мне, Дмитрию, во временное пользование. Но он пытался перевести эти объекты на имя Елены. Другими словами, он пытался перевести мои активы на чужое имя незаконным путем. Мои глаза наполнились слезами. Мне было больно? Да. Но мне уже не было больно, потому что человек, имеющий право, силен, каким бы тихим он ни был. Я немедленно сообщил об этом своему адвокату. Мы изучили документы. Мы официально подали несколько документов нотариусу. Мы начали процесс. Но со стороны ничего не было заметно. Они все еще жили прежней жизнью. Шашлыки с соседями, посты в социальных сетях, обеды в дорогих ресторанах. В то время я готовил ходатайство со своим адвокатом, чтобы доказать, что автомобиль, зарегистрированный на имя Дмитрия, на самом деле был служебным транспортным средством и что он будет оштрафован за личное использование. Маленькие шаги, тихие, но эффективные удары. И однажды вечером это произошло. Во время деловой встречи у Дмитрия украли ноутбук. В нем были некоторые материалы дела, информация о клиентах и конфиденциальные документы. Это был инцидент, который пошатнул его профессиональную репутацию. Я его не крал, но я догадывалась, кто мог его украсть. Сотрудник, который помогал ему много лет назад, теперь им забытый. Когда я случайно его встретила, он рассказал мне о своей злости на Дмитрия. Он просто ждал шанса. А иногда жизнь преподносит нужные вещи не тем людям в неподходящее время. Я просто наблюдала. Дмитрий уже не был таким расслабленным, как раньше. Начались ссоры с Еленой. Дети были беспокойными, а я все еще была рядом. Невидимая, молчаливая, но осознающая все. Я подумала про себя. Правосудие иногда задерживается, но оно никогда не забывает. Впервые я увидела панику на лице Дмитрия. Он всегда был уверен в себе, контролировал ситуацию. Но в последнее время что-то изменилось. Он больше не делился старыми постами в социальных сетях, не выставлял на показ своих детей. Его фотографий с Еленой становилось все меньше и меньше. Все начало рушиться. Я ли была тому причиной? Отчасти. Но правда была в том, что жизнь, которую они построили, уже висела на волоске. Я просто немного потянул за эту ниточку. Однажды мы столкнулись друг с другом перед многоквартирным домом. Он не знал, что я в соседней квартире. В руках у него были пакеты с продуктами. Наши глаза встретились. В этот момент наступила короткая тишина. «Ты все еще здесь?» — сказал он. Его голос был смущенным и напряженным. Я склонил голову и улыбнулся. «Я не пошел, Дмитрий. Я не пошел, потому что это мой город. Мой район, помнишь?» Он не знал, что сказать. Он отвел глаза
и склонил голову. Единственное предложение, которое пришло мне в голову в тот момент, было: он впервые смущен. Мы не разговаривали, но эта встреча была ледяным посланием. Я все еще был здесь, и я не собирался никуда идти. После того дня хватка Дмитрия ко мне изменилась. Несколько дней спустя я получила сообщение на свой телефон. «Тетя, мы можем поговорить». Мои глаза наполнились слезами, когда я увидела это сообщение. Он сказал: «Тетя» впервые за много лет. Но ничто не могло быть прежним, потому что слово, которое пришло мне в голову после стольких злодеяний, было всего лишь запоздалым извинением. Мы все равно встретились. В кафе мы впервые за много лет поговорили лицом к лицу. «Я хотел защитить тебя», — сказал он. «Елена сильно давила на меня. Дети растут, все накопилось. Я не знаю, как я стала такой эгоистичной. Я слушала. Я не перебивала его. Затем я просто сказала: «Дмитрий, я любила тебя больше, чем твою мать. Но ты научил меня одному. Иногда любви недостаточно. Без уважения любовь становится обузой». Слезы навернулись на его глаза. Впервые он опустил голову и заплакал, как ребенок. В тот момент внутри меня как будто свели счеты. Но история еще не закончилась, потому что я не могла просто простить его. Мне нужно было научить его, что такое жизнь. В реальной жизни ценность людей измеряется не деньгами, а преданностью. И я отдавала ему эту преданность годами. Теперь была его очередь. Но то, что я собиралась дать ему, были не деньги. Это был вес реальной жизни. И это бремя будет тяжелее моего. Выйдя из кафе в тот день, я пошла домой пешком. Погода была пасмурной, но я была полна света. Все, что я держала в себе годами, теперь было там. Но у меня было чувство внутри. Эта история не закончится только чувствами, потому что еще предстояло свести счеты. Я думала о тех моментах, когда наши взгляды встретились. В его глазах было сожаление, да, но не было никакой ответственности. Дмитрий плакал, но эти слезы были не результатом осознания, а просто результатом застревания. И я пообещала себе: эта история закончится уроком. Не только для меня, но и для него тоже. На следующее утро я пошла в больницу, где раньше работала. Моя подруга, которая была старшей медсестрой, все еще была там. Мы немного выпили кофе и поболтали. Когда я уходила, она вручила мне небольшую записку. Архивные документы о вашем старом пациенте все еще находятся в архивах. То, что вы можете законно запросить. Когда я возвращалась домой, мне в голову пришла идея. Я бы использовал это состояние не как наследство, а как возможность. Я бы дал величайший ответ этой семье, которой я посвятил годы, с помощью благотворительного проекта. Я решил основать фонд. Я также назвал его «Свет Людмилы». Этот фонд будет поддерживать одиноких пожилых людей, брошенных женщин и молодых девушек, которые не смогли завершить свое образование. Я также хотел бы сохранить имя моей бывшей пациентки особым образом, потому что она научила меня, что такое настоящая сила. Отдавать тихо и не ждать ничего взамен. Я немедленно связался со своим адвокатом. Документы были подготовлены. Для пресс-конференции был арендован небольшой зал. Когда все детали стали ясны, новостная служба предоставила доступ местной прессе. Заголовок был: «Медсестра, которую годами игнорировали, основала фонд с помощью своего наследства 18 миллионов». Все, кто увидел эту новость, были шокированы. Но знаете, кто был больше всего удивлен? Дмитрий и Елена. Через час у меня зазвонил телефон. Я не ответил. Затем пришло сообщение: «Тетя, почему ты нам этого не сказала?» Мой ответ был ясен: «Потому что ты не слышала от меня годами». Мне больше не нужно было им отвечать, потому что я заполнила все пробелы в своей жизни собственным голосом. И самое главное, я больше не была просто видимой. Я была той, кто существовала, и я знала, что это только начало. Настоящий результат только начинался. Когда открылся фонд,
Зал был заполнен. Камеры, вспышки, микрофоны. Но я просто сидела в кресле и наблюдала за происходящим. Столько лет я строила жизни других и всегда урезала свою собственную жизнь. Теперь я сидела как женщина с высоко поднятой головой в учреждении, которое носило мое имя. Когда я произносила свою речь, зал затих. Я сказал: некоторые люди ждут аплодисментов всю свою жизнь, в то время как другие ждут только благодарности. Но я научился не ждать их, потому что самый прекрасный звук — это то, что говорит тебе твоя собственная совесть. В этот момент мне в глаза смотрели несколько молодых девушек. Одна из них плакала. Эти слезы были эквивалентом всей тишины, которую я накопил за эти годы. Я видел себя в этих взглядах. Когда мероприятие закончилось, я вышел на улицу. Толпа медленно рассеялась. Как раз когда я собирался сесть в машину, пришел Дмитрий. «Мне нужно с тобой поговорить», — сказал он. На этот раз передо мной был другой Дмитрий. Его лицо было усталым, глаза ввалились. Но впервые у него не было такой высокомерной позы. «Что случилось?» — просил я. «Елена бросила меня», — сказал он. «Она забрала детей и ушла к своей матери. Меня тоже временно отстранили от работы. Ты был прав». Он замолчал. Я тоже замолчал. В тот момент во мне не было ни чувства победы, ни сладкого звука мести. Я просто сказала себе: жизнь каждого воспитывает по-своему. Затем Дмитрий добавил: «Я думала, что ты маленькая, но ты всегда была большой. Я поняла это только тогда, когда была маленькой». Вот что он сказал. Это было как сумма всего. Эквивалент лет молчания, игнорирования и ночей, проведенных в одиночестве, уместился в одно предложение. Я не простила его в тот день, но я приняла это, потому что иногда прощение не означает забвение. Прощение — это снятие бремени со своих плеч и движение дальше. В тот день я больше никогда не звонила Дмитрию, никогда не спрашивала его. Я просто послала ему мысленное пожелание. Надеюсь, однажды ты научишься быть такой же верной себе, как я. Затем я села в машину. Я поехала к своей новой жизни, жизни, которую я построила для себя. И я никогда не оглядывалась назад. Прошли месяцы, времена года изменились. Я уже не была той женщиной. Когда я смотрела в зеркало, я видела свои битвы, а не морщины. Фонд рос. Первая заявительница, молодая девушка, сейчас учится на медицинском факультете университета по стипендии. Она пишет письмо каждый месяц. «Я хочу быть похожей на тебя», — говорит она. Я улыбаюсь, потому что если другая жизнь изменилась, значит, эта борьба была не напрасной. Теперь я живу в маленьком, простом доме. Тихом, но мирном. Мое окно полно цветов. Я просыпаюсь каждое утро, сижу среди этих цветов и пью кофе. Иногда я думаю о Софии, о днях, когда я качала Дмитрия на руках, когда он был маленьким. Затем я вспоминаю того старика, который оставил мне завещание. Единственного человека, который видел меня, когда никто другой меня не замечал. Такова жизнь. Некоторые люди не видят тебя даже за самыми многолюдными столами. Некоторые люди замечают тебя даже в тихой комнате. Однажды в фонд пришла молодая женщина. Ее волосы растрепались, лицо усталое, но в глазах надежда. «Я одинока», — сказала она, «но я буду работать, пока у меня есть место, где жить». Я посмотрела на нее. Я увидела себя много лет назад. Я держала ее за руку, смотрела в ее глаза. «Теперь у тебя есть здесь место». В тот момент во мне восполнилось то, чего не хватало годами, потому что я спасла жизнь. И, может быть, однажды эта молодая женщина изменит чью-то жизнь. Месть? Нет. Я не мстила. Я просто превратила свое молчание в голос. Иногда жизнь проверяет людей на тех, кого они любят больше всего. Но даже в самые темные моменты сияет свет. Меня зовут Людмила. И теперь я женщина, восставшая из пепла. Я молчала, забытая, брошенная. А теперь
У меня теперь есть я. И в этом мире женщина, у которой есть я, самый сильный человек.